Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня готовим постный борщ с грибами и фасолью. Несмотря на то, что постный борщ готовится без мяса, получается он очень сытным, вкусным и очень ароматным. Если вы хотите знать, как приготовить постный борщ, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик. Тогда вы точно не пропустите следующие видео. И, конечно же, я жду от вас комментариев и лайков. Итак, мне понадобится 1 стакан фасоли, 70 грамм сухих грибов, 1 свекла, 1 морковь, 1 луковица, 5 небольших картошек, 300 грамм капусты, 1 зубчик чеснока, 300 миллилитров томата, зелень, соль, перец и лавровый лист. Начну с фасоли. У меня красная фасоль, я ее замочила на ночь, так гораздо удобнее. Вот какая она стала на утро. Сейчас я воду солью, промою фасоль и залью 3 литрами воды. Ставлю вариться. Пока фасоль варится, займусь грибами. Для постного борща лучше всего использовать сушеные грибы, потому что они очень ароматные. У меня белые грибы нарезанные. Я их просто залью водой и дам постоять минут 10. Затем эту воду сливаю, а грибы хорошо промою. Заливаю чистую воду и оставляю грибы настаиваться еще минут 30. И пока все это готовится, я нарежу все овощи. Свеклу для борща я всегда беру большую, насыщенного темного цвета, потому что именно свекла дает борщу этот самый красивый яркий цвет. Только если вы хотите получить именно красный борщ, для этого свеклу еще нужно обязательно пассеровать. Нарежу ее соломкой. Наливаю в сковороду растительное масло и пассерую свеклу. Так как борщ постный, то предварительная прожарка овощей придает ему и дополнительный вкус, и блюдо становится сытнее, что ли. Вот до такого состояния полуготовности доводим свеклу. Она не должна стать мягкой, дойдет до готовности она уже в борще. Отставляю ее пока в сторонку. Нарежу кубиками лук для зажарки. Морковь я также, как и свеклу, нарезаю соломкой. Если хотите, натирайте на терке. Теперь обжарю лук и морковь. Лук должен стать прозрачным, а морковь слегка золотистого цвета. Добавляю томат. Я всегда использую для борща домашний томат. Можете использовать свежие помидоры, только снимите с них кожицу и измельчите. Можете также взять томатную пасту. Это на ваш вкус. Еще пару минут и заправка тоже готова. Фасоль еще варится. Грибы мои уже размокли. Если они у вас целые, то на данном этапе можете их измельчить. Сейчас их можно добавить вместе с водой, в которой они настаивались, к фасоли и варить все вместе. А можно отварить грибы отдельно, а затем соединить с фасолью. Я сейчас так и поступлю. Ставлю грибы на плиту и варю минут 20. Пока грибы и фасоль готовятся, нашинкую тонкой соломкой капусту. Переложу ее пока в миску. Теперь картошка. Я режу ее всегда небольшими кубиками, но если вы любите в борще крупные куски картошки, то пожалуйста.
Можно залить ее водой, чтобы она не потемнела. И фасоль, и грибы практически готовы. Соединяю оба бульона. Добавляю соль и лавровый лист. Через пару минут отправляю в кастрюлю картошку, только предварительно слейте воду с картошки, если держали ее в воде. Сколько варить картошку зависит от сорта. Моя варится быстро, поэтому минут через 5-7 я отправляю в кастрюлю свеклу и капусту. Варю еще минут 10. За это время нарежу зелень, чеснок и немного острого перца. Если не любите острое, то перец исключите. Добавляю зажарку. Всыпаю зелень и чеснок. Сейчас можно попробовать борщ и добавить по необходимости соли. Мне как раз соли не хватило. Еще немного свежемолотого черного перца. Проварю буквально 1-2 минуты, выключаю печку и даю борщу настояться хотя бы полчаса. Но все знают, что украинский борщ вкуснее всего на второй день. Он хорошо настаивается, его вкус получается насыщенным. Но так долго ждать невозможно, поэтому разливаю по тарелкам. Борщ с грибами всегда получается красно-коричневого цвета. Этот темный оттенок дают грибы и фасоль. Постный борщ едят не только во время поста, поэтому при желании можно подать к нему сметану. Рецептов постного борща огромное множество, но борщ с грибами и фасолью самый любимый. Так что готовьте, пробуйте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.